Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вас приветствует Наталья Ткаченко. В этом видео я расскажу и покажу 3 варианта покраски изделий в воде. Техника называется аквапринт. Было много вопросов по поводу этой техники окрашивания, поэтому данное видео не обрезано и не ускорено. Приятного просмотра! Для первого варианта нам понадобятся любые аэрозольные краски. В теплую воду градусов 40-45 брызгаем по очереди краски, и повторить чередование надо 2 раза. Предварительное изделие надо покрасить в водно-дисперсионную краску и дать высохнуть. Опускаем медленно и слегка проворачиваем наше изделие. А для второй стороны надо повторить чередование красок и оставить сохнуть до полного высыхания. Подставку для этого способа ради эксперимента я покрасила белой эмалью. И как следствие аэрозольные краски расплылись по эмали, смешались между собой, и результатом я осталась очень недовольна. Поэтому мой совет: используйте для основы только водно-дисперсионную краску. Вторая рекомендация к этому варианту покраски – это использовать большую тару под воду, как в предыдущем видео про аквапринт. Сделать это надо для того, чтобы аэрозольная краска легла более тонкой пленкой. Кстати, каркасы изделий я сделала из старых вафельных полотенец. Ссылка на видео, как я сделала ракушку, будет в описании. Для второго варианта нам понадобятся ацетонные лаки и изделие, которое также предварительно покрашено в водно-дисперсионную краску и просохло. В теплую воду капаем лак хаотично, опускаем наше изделие и слегка проворачиваем. Достаем из воды и смотрим, как лег лак. Если вам не нравится результат или есть пустые места, как у меня, то покраску можно повторить до получения желаемого результата. Оставить сохнуть до полного высыхания. К этому варианту покраски рекомендация такая: взять более естественные цвета лаков для более природного вида, светлые оттенки розового и бежевого цвета.
Для третьего варианта я использовала канцелярский корректор и колера. Корректор должен быть на спиртовой основе. Это обязательное условие. Корректор смешиваем с колерами до нужного получения цвета. Я сделала серый, бежевый и розовый. Так как корректор и колер очень плохо соединяются между собой, надо смешивать 2-3 минуты. В теплую воду капаем замешанные цвета и опускаем наше изделие, которое также предварительно покрашено в водно-дисперсионную краску. Для второй стороны изделия повторяем такие же действия и оставляем сохнуть до полного высыхания. Лично мне этот вариант больше понравился из-за более естественного вида ракушки. Также лучше всего делать подставки одновременно с изделиями. Подобрать потом цветовую гамму будет довольно трудно. Еще можно для блеска изделия добавить немного глиттера на воду. Я проводила несколько экспериментов с разными растворителями, сольвентом, чистым спиртом, ацетоном, бензином, который смешивала с колерами. Эти эксперименты не удались. Работает только корректор на спиртовой основе. Также я хочу отметить, что после каждого вида покраски мы должны поменять воду. После того, как наши изделия высохли, заканчиваем наш декор. Внутри покрываем розовой краской. Я смешала эмаль белую и красный колер до получения розового цвета. После просыхания краски я покрасила перламутровой эмалью внутри, а по краю прошла золотой декоративной краской. Если изделие вы будете использовать как горшок для цветов, то перед покраской розовой эмалью вам надо сделать дренажное отверстие. Когда наши изделия высохли, покрываем любым лаком. Пишите в комментариях, какой из 3 вариантов вам понравился больше. Спасибо за просмотр.